Всем привет, меня зовут Дария Никина, и в этом видео я поделюсь с вами какими-то своими лайфхаками, советами, ресурсами, которые помогают мне в изучении английского языка. Я надеюсь, что это видео вдохновит вас, замотивирует и будет полезно. Ну а мы начинаем. Первое и самое очевидное, что вы, скорее всего, слышали от многих блогеров: определитесь с целью. Зачем вам нужен английский язык? Для чего? Смотри пример. Вот ты лежишь, и тебе вдруг приходит в голову, что ты хочешь выучить английский язык. Ты начинаешь искать сайты, смотреть ресурсы, пытаться смотреть видео на английском языке, но потом через день-два забрасываешь это дело. Почему? Да потому что у тебя нет конкретной цели. Это так, какая-то мысль прилетела, вот, мне захотелось выучить английский. И все. Поэтому самое главное, пойми, для чего тебе нужен английский язык. Цель. Это самый начальный и самый ключевой шажочек. Нет цели, нет действий. Определись, чего ты хочешь. Тебе нужно просто сесть и подумать, а для чего? Может, ты хочешь переехать за границу, свободно общаться с носителями языка, убрать языковой барьер, читать книги, смотреть фильмы и сериалы на английском и так далее. Просто определись, чего ты хочешь. Даже возьми ту же бумажку и напиши свою цель, чтобы она у тебя мелькала перед глазами. Поверь мне, это тебе поможет. Второе. Найди людей, которые будут тебя мотивировать. Я имею в виду именно англоязычных. Это могут быть звезды шоу-бизнеса, актеры, певцы, блогеры. Найди хоть кого. Прочитай биографию, подпишись в соцсетях, смотри интервью с этим человеком. И ты начнешь потихоньку привыкать к речи. Вначале будет сложно, я не спорю. Но потом ты не заметишь, как начнешь вливаться в эту атмосферу. Третье и самое интересное – это просмотр фильмов и сериалов или того же англоязычного ютуба. У всех возникает вопрос: как же смотреть так, чтобы действительно запоминать слова и потом использовать их в своей речи? Сейчас я поделюсь своими советами. Начинай с сериалов или даже мультфильмов, но не фильмов, потому что фильм идет 2 часа или больше. Тебя просто не хватит. Там будет столько незнакомых слов, что тебе станет просто неинтересно, и ты бросишь это дело. Или ты можешь включить тот фильм, который ты уже 100 раз смотрел на русском языке, и тогда ты хотя бы будешь додумываться о том, о чем они говорят. Следующий мой совет – это: не включай русские субтитры. Никогда. Просто забудь. Если ты уж решил выучить английский язык, то будь добр, учи слова по английским дефинициям. Запомни одну фразу. Английский – это не русский. Вот ты включаешь видеоролик, включаешь английские субтитры, начинается видео, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Не переживай, это нормально. Как говорится, не ты первый, не ты последний. Что я могу тебе посоветовать по этому поводу? Первые 5 минут ты слушаешь и выписываешь все непонятные слова в тетрадку, или есть специальные приложения, но об этом чуть позже. Следующие 5 минут ты просто сидишь и слушаешь речь, привыкаешь к ней. Через 5 минут ты опять берешь тетрадку и выписываешь все незнакомые слова. Но я думаю, принцип понятен. Ну и вот, 15 минут прошло, и у тебя целый листочек тебе непонятных слов. Ты открываешь словарь, я пользуюсь этим словарем, он лучше. Ищешь каждое слово, выписываешь дефиницию, то есть определение на английском языке. Если тебе какое-то слово непонятно в этом определении, ты начинаешь искать его и выписывать его дефиницию.
и так далее. И поверь, тебе 15 минут видеоролика будет достаточно для вот такого вагончика новых слов. Но на крайний случай, если уж совсем непонятно, что это за слово, посмотри русский перевод. Но не увлекайся этим делом. Четвертое. Поговорим о платформах, на которых можно посмотреть сериалы и фильмы на английском языке. Ну, первое, это, конечно же, YouTube. Возможно, ты не найдешь здесь прям полные какие-то серии сериалов, но здесь очень много англоязычных блогеров, которых ты можешь посмотреть, и тем самым потянуть свой уровень английского языка. Далее, платформа, которой я сама пользуюсь, это Puzzle Movies. Сразу скажу, она платная, но она того стоит. Там часто проходят всякие акции, выгодные предложения, особенно на праздники. Поэтому можно приобрести целый год довольно-таки недорого. Там можно смотреть любые фильмы, любые сериалы, там есть все. Там первыми выходят фильмы, которые потом показывают в кинотеатрах. Там есть русские, английские субтитры, в которых ты можешь нажать на английское слово, и тебе вылетит целое определение с видеопримерами, что очень-очень помогает в запоминании. Ну, а что же посмотреть? Я сделала специально подборку сериалов для разных уровней. И сейчас они будут высвечиваться где-то здесь и здесь, а вы просто скриньте и потом можете посмотреть. Для начинающих это, конечно же, всем известный сериал «Друзья» и «Экстра». Для следующего уровня это «Анатомия страсти». Там очень много сезонов. И мой любимчик «Дневники вампира», который я советую всем. И уже прям сложный уровень. Это «Люцифер» и «Черное зеркало». Далее поговорим о книгах. Вот тут то же самое. Заходишь в магазин или скачиваешь книгу из интернета, но я тебя прошу, не нужно брать сразу уровень C2. Не нужно, потому что некоторые так делают. Вот книга понравилась, обложка понравилась, а то, что это самый высокий уровень и тебе ничего не понятно будет, и ты просто впустую потратишь деньги, об этом уже никто не думает. Поэтому бери книгу на уровень выше своего, ну или же свой уровень. И в день страниц 5-10 тебе будет достаточно. Сейчас вот здесь будет подборка книг и учебников. Ну а вы скриньте. Пятый совет. Начни вести дневник на английском языке. Это будет тренировать твой навык письма. Даже несколько предложений в день о твоих каких-то впечатлениях, событиях, эмоциях уже пойдут тебе на пользу. Далее перейдем к сайтам. Тут я вам скажу один единственный сайт, мой фаворит, которым я сама пользуюсь, и это EnglishDom. Там очень много грамматики, очень много тренировок, очень много слов, которые ты можешь выучить. Но самое главное, то, что там есть грамматика. Ведь без грамматики никуда, ее нельзя просто взять и пропустить. А на этом сайте все доступно и понятно. Ну и последнее, о чем мы с вами сегодня поговорим, это о приложениях для изучения английского языка. Первое — это всем известный Quizlet. Это такое приложение, в котором можно самому создавать какие-то сеты учебные. То есть ты даешь название и добавляешь сюда слова, потом вставляешь дефиницию. И вот на примере могу показать. Тут можно учить, как
флеш-карточками. Самостоятельный. Self-reliant. Можно потренировать письмо, вот написать. Можно в виде игры тут подбирать слова. А можно сделать как тест. Прям вот тебе тут сделают тест. Но на компьютере это, конечно же, удобнее, поэтому вот в Quizlet я советую вам заходить именно на компьютере. Очень полезное приложение именно для того, чтобы учить слова. Кстати, у EnglishDom есть приложение, в котором можно учить слова. Дальше приложение Ева. Чудесное приложение, в котором куча курсов. Вот, например, курс фразовые глаголы. Вы нажимаете, тут сразу высвечиваются все предложения. Можно повторить. И самое интересное, что вам показывают здесь видео-пример, что очень помогает. И вы выбираете уже правильную фразу. Также здесь есть книжки, которые можно почитать. Ну вот тут нужно, конечно же, посмотреть рекламу, чтобы прочитать книжку. Ну, лучше уж посмотреть рекламу, чем платить деньги. Вот у нас открылась книжка. Вот вы можете нажать на слово, и вам будет перевод. Я вот это, конечно, не особо поддерживаю, чтобы был перевод. Я все-таки больше склоняюсь к дефинициям, но приложение очень хорошее. Я могу вам его посоветовать. Следующее — это Memrise. Приложение, с которого я, кстати, начинала изучение английского языка. Вот. Ну, тут, знаете, по принципу той же Евы, слова и фразы. Опять же, нажимаете там обычное повторение и учите слова. Ну вот и все. Мое видео подходит к завершению. Я хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Ну а вы ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем